So we have a concept that we refer to as a minimum data set. Есть такое понятие, по крайней мере, мы его используем в нашей работе, которое называется, то есть по-английски это звучит как minimum data set или минимальный набор данных. So many of you are already working with some type of model. Многие из вас уже работают с теми или другими моделями. And you've also already seen through some of our exercises and presentation that in order to run any type of model, we require a certain set of inputs. И когда мы представляли наши лекции, в презентации, мы говорили о том, что для любой модели, для того, чтобы она работала, необходим какой-то минимальный объем, набор данных. So the challenge really is to determine how much data will be required to actually run a model. И поэтому в нашем случае нужно определить, сколько нам нужно данных для того, чтобы модель работала. And as you probably know, different types of models require different types of input data. И, как вы знаете, разные модели требуют различные типы данных, вводных данных. So if you're running a weather forecasting model, it requires probably GCM input data, while if you're running a hydrologic model, it requires some type of soil-related data. То есть, если мы говорим о модели, которая прогнозирует или моделирует какие-то метеопроцессы, нам требуются, например, данные GCM, а если мы говорим о агропрогнозировании, то потребуется, например, самый минимум потребуются данные по почве. So here we're talking about crop models, so we emphasize the type of data required to run a crop model. И так как мы говорим с вами о прогнозировании, о моделировании сельскохозяйственных культур, мы поговорим о тех данных, которые требуются именно для этого типа моделей. So the challenge we have with crop models is that they're being used by a very broad audience. Проблема или сложность таких моделей по сельскохозяйственным культурам заключается в том, что они используются широким спектром заинтересованных сторон. So in some cases, the user of the models might not actually have access to some of the data required for the model. И в некоторых случаях у этих организаций или у этих специалистов просто нету доступа к вот этим данным. So the approach we are using in the DSET family of crop models is that we first of all define a minimum data set as a data set that can be relatively easy collected under field conditions by a user. И поэтому для семьи, если так можно сказать, семьи моделей DSAT, мы предусмотрели именно вот такой минимальный набор данных. То есть это минимальный набор данных, который необходим для того, чтобы к которому в основном люди будут иметь доступ. And at the same time, we also want to make sure that for the applications we're trying to simulate that we can get reasonable answers. Ну и, конечно, мы не забываем о параметре разумности или обоснованности результатов моделирования, и это также является параметром определения того, какие данные нужны. So you'll probably find that during the introduction of the various processes of the crop model, you'll ask why are we using a particular approach. In some cases, it might be based on the minimum input data required to simulate those processes. И когда мы начинаем наши вводные занятия, введение в процесс моделирования, рассказываем о наших моделях, люди спрашивают или задаются вопросом о том, почему был выбран тот или иной подход, что касается минимального набора данных. So, and again, if you talk to different model developers, and we know there are quite a few models out there, different model developers have a different meaning for a minimum data set. Моделей существует достаточно много, и в зависимости от того, какая организация является разработчиком, у них есть, скажем так, свой взгляд или свое понимание вот этого минимального набора данных. So the concept of the minimum data set goes back quite a few years. Вообще идея или сам термин minimum data set по-английски или минимальный набор данных, он достаточно старый уже, появился давно.
And what you see here on the slide is actually a picture of a proceedings of a meeting that was held in India at the International Research Center called ICRISAT in 1983. Вот здесь мы видим обложку материалов конференции, симпозиума, который прошел в Индии в 1983 году, как раз-таки, где поднимался вопрос о минимальном наборе данных. And the actual concept of a minimum data set was developed by an Australian scientist called Henry Nicks. Отцом этого термина считается австралийский ученый Генри Хиггс. And we'll introduce you to weather data in the next presentation, but as you can see actually here, this is a very old format of a weather station, but for instance, wind speed information shown here is something that's actually quite rare and not always observed at many basic weather station locations. Мы еще о метеоданных поговорим чуть позже с вами, но вот на этой фотографии видите интересный такой пример метеостанции, и мы видим, что в данном случае специалист регистрирует данные по скорости ветра, что, в общем-то, достаточно редко, да, происходит не на всех станциях. And we know that meteorologists are very proud of the weather data they collect, including weather data, wind data, but wind is not one of our required minimum inputs for our crop models. И мы, конечно, знаем, что метеорологи очень гордятся теми данными, которые они собирают, и в частности данными по ветру, но для нашей модели, для модели DSSAT, данные по ветру не входят в перечень минимального набора данных. So we define in our crop modeling system 3 different levels of minimum data. В рамках системы DSSAT определены 3 уровня минимального набора данных. So level 1 is the minimum data set that allows us just to run the model for a particular application. Первый уровень – это минимальные вводные данные для того, чтобы модель можно было прогнать по конкретному эксперименту или приложению, или опыту. Level 2 is a data set that includes the minimum data to run the model, so level 1, but also includes some type of observations we can use for initial evaluation of the model or for determining genetic coefficients we discussed during the previous session. Второй уровень данных, он включает в себя первый, плюс какие-то наблюденные данные, которые мы можем использовать, например, для валидации нашей модели или для проведения экспериментов, например, с различными генетическими параметрами, что мы уже вот сделали ранее. And then the level 3 data would be to the type of data observations required to improve a particular process in the model. We currently might not be simulating, or to actually develop a model for a crop that is currently not part of DSET. Данные третьего уровня – это данные, которые требуются для усовершенствования или доработки каких-либо процессов, расчетов, которые уже внедрены в систему, уже работают внутри модели, или для разработки новой модели. So we will separate the minimum data into 3 different categories. We're going to be talking about weather a little bit, about soil, and then the experimental crop management data and the observations. Что касается типов данных, мы их так условно разобьем на 3 группы. Это метеоданные, данные по почве и экспериментальные данные. And many of these inputs will be discussed in more detail in future lectures. В рамках последующих лекций мы более детально поговорим о всех из них. So here I will just provide a very brief overview of the different input requirements for weather, soil, and experiments. Поэтому сегодня я лишь вкратце коснусь требований к вот этим 3 типам данных. So starting with the weather data, the environmental data, the first part of environmental data would be the weather data. So we require daily maximum and minimum temperature, daily total precipitation or rainfall, and daily total solar radiation as input for the crop models. Что касается метеоданных, у нас минимальные
данные входят данные по максимальным температурам, минимальным температурам, количеству осадков и солнечной радиации. Then the second part of the environmental data would be the soil characteristics, because we simulate a soil-water balance, we simulate a soil-nitrogen balance, soil-organic carbon balance, as well in some cases a soil-phosphorus balance as well. Также к данным по внешним условиям относятся, кроме метеоданных, данные по почве, то есть это в первую очередь данные или информация по поверхности почвы и данные по структуре и характеристикам, то есть, например, там соотношение азота к фосфору, углерода к азоту и так далее. So we need a lot, with respect to the inputs, we need to have some information about the soil surface and some general characteristics of the entire profile. So we need to know the color of the soil surface. We need to know the permeability of water penetrating in the soil surface. We need to know information about deep drainage at the bottom of the profile, and we'll need the slope of the field. То есть это данные, которые нам необходимы. То есть они достаточно разнообразные, и это такие простые данные, как цвет почвы, проникаемость почвы, уклон и так далее, и так далее. And then we simulate what we call a one-dimensional soil profile. So for each individual soil horizon or soil layer, we'll need to know the water holding characteristics. We need to have some information about nitrogen, organic matter, and also if we're dealing with phosphorus, some information about phosphorus as well. И, соответственно, по каждому типу почвы такой разрабатывается на основании вот этих характеристик, вырабатывается такой почвенный профиль. Или, то есть это сюда, в этот профиль входят все данные, которые я перечислил ранее, плюс, например, характеристики или параметры, связанные с водоудержанием, с содержанием азота или с содержанием в почве органического углерода или органических других веществ. Then for the crop management part, we need a lot of detailed information, and in some cases we realize, although it is quite basic, it's not always available. Что касается данных по управлению культурами, также достаточно широкий спектр данных, не всегда мы имеем к ним доступ. So when we're working with crop models, so we need to know at least which crop we're trying to simulate. We need to know a little bit about the cultivar variety or the hybrid, and we saw some of that information in the sensitivity analysis Cheryl talked about a minute ago. We need to know when the crop was planted, and again, you saw the sensitivity of the model by using different planting dates. Но в любом случае, что касается вот этого раздела, скажем, или блока данных по растениеводству или crop management по-английски, в любом случае нам нужны какие-то минимальные данные, по крайней мере, мы должны сказать нашей модели, сказать системе, какая это культура, какой это сорт, будь то селекционный какой-то или гибрид, когда была дата сева и так далее. Вот те параметры, о которых говорила Шерил в своей презентации по анализу чувствительности. We need to know plant densities. We need a number of plants per meter square or a number of plants per hectare, and it also includes the row and plant spacing. Мы также должны знать о плотности сева, то есть сколько у нас растений получается, например, на гектар, какое расстояние между бороздами. We realize that not all crops are irrigated, but if the crop is irrigated, we need to know when the crop was irrigated, so we know the irrigation dates, and we need to know how much water was applied. В случае, если мы говорим о поливном сельском хозяйстве или поливных полях, мы должны знать, должны обладать данными по датам и периодичности или количеству полива. Most crops are fertilized, mainly with chemical fertilizer, referred to here as inorganic. So we need to know, again, the dates of when the fertilizer was applied, the amount of the fertilizer, and in this case also the type of fertilizer. If any organic material was applied, sometimes referred to as residue, we need to again know the dates, the amount, and the type of residue material. Также нам требует, так как большинство сельскохозяйственных культур, они удобряются, нам необходимы данные
по, например, какой тип удобрений используется, органические или неорганические удобрения, когда даты или периодичность внесения и количество, объем внесенных удобрений. And we also have a very simple, but the opportunity to simulate tillage processes with crop management. So in that case, you need to know the dates of the tillage operation, the type of tillage, we refer to this as implement type, and the depth of the implement, so how deep the soil was tilled. Ну и также модель учитывает и позволяет отображать различные варианты обработки или подготовки почвы. То есть в данном случае это, например, даты вспашки, глубина вспашки. And then we have at least in the input also options to add chemical application, but we currently only have one crop, pineapple, that is sensitive to chemical applications. Также к этому же типу данных по растениеводству относятся данные по тому, какие другие средства, то есть манипуляции или мероприятия используются при уходе за культурами, или, например, используются ли какие-то другие химические вещества при уходе за культурами. На данный момент в системе моделей DSAT есть только одна культура, которая чувствительна к химикатам. Это у нас ананас. So that was basically level 1. So we talk about weather and soil data and crop management. So now we move up to level 2 data. So this is the type of data required to evaluate the model. Так, это вот все было, все эти три типа данных, то есть метеоданные, данные по почве и данные по растениеводству, они относились к первому уровню. Сейчас переходим ко второму. So this list could be quite overwhelming, especially for maybe your group, because you might not be taking any of these measurements, but we need to have at least a little bit of this information in order to evaluate the performance of the models in Central Asia. Учитывая специфику вашей работы, может быть, не всем из вас будет понятно, что это за данные, для чего они нужны, но в любом случае нам для прогона моделей и особенно для адаптации модели для условий Центральной Азии, вот хотя бы часть вот этих данных, о которых я поговорю сейчас, они потребуются. So the minimum we at least will need would be yield. It would be great if you also had yield components. So we define that as the amount of biomass at harvest, the number of grains or seeds, and the size of the grains or the seeds. То есть потребуется минимальный набор данных по урожаю, ну, то есть по культуре и урожайности. То есть это, например, количество семян или количество зерна в колосе, размер семян и так далее. We would like to have some information about what we refer to as phenology. So that is basically how the plant changes over time from vegetative growth to reproductive growth to seed growth to harvest. So the critical dates there would be when the plant starts flowering, defined as the first flowering date, and when the plant reaches physiological or harvest maturity. Также потребуются минимальные фенологические данные, то есть это данные по тому, когда начинается цветение, сколько нужно времени, вот мы говорили о том, сколько нужно дней для того, с момента начала цветения до начала фазы созревания зерна. And we define in the model flowering date based on the population. So if you decide to take any field measurements, if at least 50% of the plants have at least one flower, we define that as flowering to have occurred. И так как мы работаем с математическими инструментами, нам требуется как-то определить, да, какую дату мы считаем датой начала, например, цветения. В данном случае для модели DSAT мы используем 50% порог, то есть если на определенном участке почвы 50% растений зацвели, мы считаем, что вся культура или весь сорт конкретный, вот у него такая дата начала цветения.
Then the last category is what we refer to as growth analysis. This is a little bit more labor intensive and time consuming. Here we refer to growth analysis where you would be taking biomass sample during the growing season in order to determine changes in leaf weight, stem weight, above ground biomass, root weight, and reproductive weight over time. И следующий тип – это данные, которые необходимы, так называемые данные по анализу роста. Это их получить не так-то просто, потому что для определения этих параметров, например, масса листовой части, масса стеблевой части, масса зерен и так далее. Для получения этих данных нужно выезжать в поле и на протяжении всего вегетационного периода отбирать образцы и их анализировать. It is not a required set of inputs, but it would be very nice if that type of data was available. В общем-то, этот набор данных или тип данных не является обязательным, но вообще, если он есть, это очень хорошо сказывается на точности, достоверности модели. And if you just remember the example Cheryl showed where we had the data points over time for above ground biomass, these are the type of data that were collected in a growth analysis experiment. И вот помните, когда Шерил прогоняла упражнения по анализу чувствительности, и мы там задавали различные интервалы, шаг, да, по массе надземной части растения, вот именно эти данные, эти функции были разработаны на основании вот таких периодических наблюденных данных, то есть данные на основании реальных данных. Soil measurements, if you're really interested in understanding the soil water balance, if you're looking at irrigation measurements, it would be helpful if that type of information was available as well, measuring soil moisture over time, over different depths. Or if you're interested in the nitrogen balance, then you would be measuring soil nitrogen, phosphorus, or carbon, different depths over time as well. Ну и также к этому типу данных относятся данные или измерения по почве, в зависимости от того, какие цели вы преследуете, какие задачи вам необходимо выполнить. То есть вы можете, например, отбирать образцы, анализировать почву на предмет содержания влаги или, например, на соотношение азота, углерода и фосфора на различной глубине и так далее. Again, these are not required measurements, but it would be helpful if you are doing a particular study on looking at a soil water balance, nitrogen balance, or phosphorus balance. Ну и так же, как и с предыдущим типом данных, эти измерения не являются обязательными, но они очень полезны, если вы проводите какое-то исследование и моделируете вот какой-то процесс, который имеет отношение к, например, к азоту, к углероду или к фосфору. So then finally, this is quite labor intensive if we want to expand models to a new crop or look at different processes we currently don't have in the model. We really recommend that we first start by looking at what has been done so far. So we'll be looking at research reports or publications. И третий уровень данных – это данные, которые необходимы для доработки, для усовершенствования каких-то функций или процессов модели. Это такой очень трудоемкий, очень долгий процесс, но если принимаете решение о введении в DSAT какой-то новой культуры или какого-то отображения в ней какого-то нового процесса, то, как правило, мы начинаем этот процесс с анализа существующих публикаций, анализа литературы. And these then could be supplemented by a very detailed experiment to look at these particular processes. Также эти данные могут дополняться уже конкретными целенаправленными экспериментами по каким-то параметрам. So just to summarize what we talked about so far with respect to these minimum data sets, and in fact I know that especially when you work in the field of hydrometeorology or agrometeorology, you're looking at different regions across the country, so we can define that as agroecological zones. So each particular zone in this case would require its own set of input data.
И так как мы с вами говорим об инструменте, и мы работаем с вами с агрометеорологией или с гидрометеорологией, мы понимаем, что условия могут различаться в различных странах и на различных территориях, поэтому для каждой агроэкологической зоны, так мы ее условно называем, потребуется сбор всех вот этих данных. So, and then to summarize again, with respect to priority for model evaluation, the type of data required for as an input. Также мы по важности данных их приоритизировали, то есть какие из них являются более важными и далее по списку. So the minimum of the minimum would be at least have access to yield. Поэтому самый необходимый, то есть минимальный набор данных, который необходим для оценки модели, это данные по урожайности. But we already showed that to you earlier, but in our crop models phenology, so the number of growing degree days to flowering and maturity is very critical. So we feel that we need to have some observations to evaluate the performance for simulating phenology. So we would like to have at least maturity date as number 2 and flowering date as number 3. Также минимальными данными являются данные фенологические. Вот мы с вами уже прогоняли сегодня пару раз эту модель. То есть, по крайней мере, для проверки достоверности, точности работы, эффективности работы модели требуется как минимум дата созревания или начала созревания и дата начала цветения. So then we would like to have information about yield components. So in most cases, you'll know what the seed size was, and then we can calculate the seed number. Также минимально потребуются данные по характеристикам урожая, в частности, например, по размеру семян или по количеству семян. Уже на основании этих данных можно будет вычислить размер семян. And then finally, final biomass, the total amount of biomass above ground, or the harvest index, which is the ratio between yield and total above ground biomass. И далее у нас пятый тип минимальных данных – это окончательная биомасса или так называемый индекс урожайности. То есть это у нас соотношение между подземной массой подземной части растения и надземной. So again, then to summarize, in our system, we define 3 different levels. So minimum data to require to just run the model is level 1. Также просто для того, чтобы вы лучше запомнили, повторю, о чем мы говорили. Мы говорили о разных уровнях данных. Первый из них, к первому уровню относятся данные, которые необходимы для прогона моделей по какому-то конкретному эксперименту или приложению. And then level 2 for calibration or evaluation, and level 3 for model improvement and development. Данные второго уровня необходимы для калибровки модели или для ее оценки, и данные третьего уровня необходимы для доработки, усовершенствования или дополнения дальнейшей разработки модели. And you should have received a handout as well, or you will receive it shortly, where we explain a little bit in more detail on the data collection for model evaluation and application. And we developed this handout because we've received many questions once people have attended a workshop, what they need to do for data collection. Я надеюсь, уже к настоящему моменту вы получили вот этот раздаточный материал, который называется «Эксперименты и данные для оценки и применения модели». Мы его разработали, в том числе на русском языке, потому что возникало очень много вопросов у пользователей, у наших студентов именно по тому, какие данные требуются и как необходимо собирать для того, чтобы использовать их в модели и проверять модели на достоверность. So we, especially for new model users, we don't want people to be discouraged and say these crop models require too much data, so it's going to be impossible to work with the data.
Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы те специалисты, которые только знакомятся с моделью DSAT, говорили, что модель слишком сложная, нам для того, чтобы ее использовать, требуется слишком много данных, поэтому мы все на эти вопросы и отвечаем. So we'll explain many of the inputs in more detail during the upcoming lectures. So in the next one, Vakhtang will explain a little bit more about the weather data required to run the crop model. И именно поэтому столько внимания мы уделяем именно вводным данным. И в своей следующей лекции профессор Шелья расскажет именно о минимальных требованиях, в частности, к метеоданным. So are there any general questions? So please don't ask any specific question because those will be addressed in upcoming lectures, but any general questions about the concept of minimum data? Пожалуйста, если у вас возникли к настоящему моменту какие-то общие вопросы именно по концепции, по понятию минимального набора данных, пожалуйста, вы можете задать их сейчас, но какие-то технические, детальные вопросы вы пока придержите, потому что, возможно, вы получите на них ответ в рамках последующих лекций. Так что общие какие-то вопросы возникли, пожалуйста. Именно по тому, что такое минимальный набор данных, то есть именно по вот этому понятию и что это такое. Ну, я думаю, вопросы возникнут позже, когда начнется как бы так уже более плотная эксплуатация. Пока вот все понятно. So far it's clear. I guess the questions will arise in the course of us getting our feet wet with using the system. Okay, very good, very good comment. Dr. Hugebom, there is one question in chat. What means IPSNet? IPSNet, oh man. Okay, so IPSNet is an acronym. It stands for International Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer. Sites Network. IPSNet — это акроним, аббревиатура. Если его расшифровать, получается, could you repeat this once again? International Benchmark Sites Network for it's in the chat, Agrotechnology Transfer. Okay, I see. Если буквально переводить, это сеть, международная сеть базовых станций или базовых сайтов для передачи агротехнологий. Участков, извините. I think I briefly talked about IPSNet during the presentation 2 weeks ago, but it was a project funded by the United States Government Agency for International Development, which initiated the DSAT software and the underlying crop models. Я вкратце коснулся, то есть упоминал вот эту сеть IPSNet в своей лекции на нашем предыдущем семинаре, но стоит, наверное, сказать, что эта модель, эта сеть, ее создание поддерживалось Агентством по международному развитию США, впрочем, как и самой системой моделирования DSAT. So the project no longer exists, was terminated after 10 years. Но уже этот проект завершен, он уже не работает, работал на протяжении 10 лет. And there is a document, and I'm not really sure if we include it in DSAT, I need to check, but it's called the IPSNet Decade. So it's a book that describes the outcome of this project. И я не уверен сейчас, что этот материал есть, то есть была написана целая книга по этому проекту, такой отчет. Я не уверен, что этот материал у нас загружен в систему DSAT, но книга называлась «Декада IPSNet», и там, в общем-то, описывались результаты этого проекта. In fact, I did find it, so hold on. Я уже нашел эту публикацию.
So if you go to the DSET shell on the documentation, you'll find a file called IPSNet Decade, and it gives you an overview. Hopefully you can see it on the screen here. В основной оболочке модели DSAT, если вы туда зайдете, откроете это окно, там есть закладка «Документы». И вот как раз-таки там вы сможете найти отсканированную копию вот этой публикации «The IPSNet Decade». Unfortunately, again, the document is in English, and we don't have a Russian translation.